Я не верил в приметы. 20 лет работы в тайге научили меня одному. Лес не злой и не добрый. Он безразличен. Он берет тех, кто не уважает его правила. Но даже я, человек, привычный к одиночеству и тишине, не мог предугадать, что произойдет на хребте Холодный. Все началось с рутинного задания. 4 октября в лесничество пришло сообщение из поселка Верхний Ильмень. 2 охотника-промысловика, братья Забелины, не вернулись с маршрута. Срок — 5 дней. В тайге это много, но не критично. Бывает, что люди задерживаются из-за снега или удачной добычи. Однако старший инспектор Кирилл Устинович отнесся к делу серьезно. «Руслан, поедешь ты», — сказал он, разворачивая карту на столе. «Район неспокойный. Местные его свистуном называют. Старики говорят, не ходить туда без нужды». Я усмехнулся. «Кирилл Устинович, вы же сами учили меня не слушать бабушкины сказки». Он посмотрел на меня тяжело, будто раздумывая, говорить ли дальше. Потом достал из ящика потрепанную тетрадь в клеенчатой обложке. Это дневник геолога Треплева. Нашли его в 1953 году у подножья хребта. Сам Треплев пропал. Почитай на досуге, может, поймешь, почему я не шучу. Я взял тетрадь, сунул в рюкзак и отправился готовиться. Снаряжение стандартное: спальный мешок, палатка, топор, нож, запас консервов, термос, компас, карта, фонарь, сигнальные ракеты. Ружье, двустволка, 12-й калибр. Патронов взял побольше, на медведя, на всякий случай. Погода обещала быть переменчивой. Днем еще относительно тепло, ночью заморозки до -7. Выехал на рассвете 6 октября. До начала маршрута 40 километров, на УАЗике по разбитой лесовозной дороге. Дальше только пешком. Тайга встретила меня тишиной. Плотной, вязкой, какая бывает только осенью, когда птицы уже улетели, а звери готовятся к зиме. Лиственницы стояли голые, мрачные, как обугленные столбы. Кедры темнели островами. Под ногами хрустел мох, пахло сыростью, гнилой хвоей и дымом. Где-то вдалеке тлели торфяники. Первый день прошел спокойно. Шел по старой охотничьей тропе, оставлял зарубки на деревьях. К вечеру вышел к ручью, разбил лагерь. Ел тушенку из банки, пил чай. Записал в блокнот координаты, заметки о местности. Все как обычно. Ночью слышал, как где-то вдалеке ухала сова. Один раз проснулся от треска веток. Наверное, лось проходил мимо. Ничего необычного. Утро 7 числа выдалось серым. Небо затянуло низкими облаками, воздух стал влажным, липким. Я свернул лагерь и двинулся дальше, на северо-восток, к подножью хребта Холодный. По карте до предполагаемого места последней стоянки Забелиных оставалось километров 15. Тропа пошла вверх. Тайга становилась гуще, мрачнее. Ели наступали плотной стеной. Света почти не было. Кроны смыкались над головой, создавая ощущение тоннеля. Я включил фонарь, хотя было всего около 2 часов дня. И вот тогда я услышал это впервые. Свист. Тонкий, протяжный, высокий. Словно кто-то дул в пустую бутылку, только звук был чище, яснее. Он пришел откуда-то сверху, с вершины хребта, которая виднелась сквозь деревья серым зубчатым силуэтом. Я остановился, прислушался. Ветер? Вполне возможно. В горах ветер творит странные вещи, свистит в расщелинах, гудит в пещерах, создает иллюзию голосов. Я знал это. Но свист повторился. Ровно через 10 секунд. Та же высота тона, та же длительность, примерно 3 секунды. Я пошел дальше. Свист молчал. Через полчаса я снова остановился передохнуть. Ноги начинали уставать, рюкзак давил на плечи. Достал флягу, сделал несколько глотков воды. Осмотрелся. Лес вокруг был абсолютно неподвижен. Ни ветра, ни шороха, ни птиц. Только капли воды падали на мох. Мерно, монотонно. И тогда свист раздался снова. Ближе. Не намного, но ощутимо. Будто источник звука спустился метров на 100 ниже по склону. Я напрягся. Инстинкт лесника, отточенный годами, подсказывал, что-то не так.
Звери перед охотой замирают. Тайга замолкает, когда появляется хищник. Но какой хищник свистит? Я продолжил путь, ускорив шаг. Компас показывал верное направление. По моим расчетам, до зимовья, где могли укрыться забеленных, оставалось километра 4. Каждые 20 минут свист повторялся. Всегда один и тот же. Всегда откуда-то сверху. Но с каждым разом ближе. К 4 часам дня начало темнеть. Облака опустились еще ниже, превратившись в густой туман. Видимость упала до 10 метров. Я шел почти вслепую, ориентируясь по компасу и зарубкам на деревьях. Свист теперь звучал каждые 10 минут. И я начал замечать странность. Он раздавался только тогда, когда я двигался. Стоило мне остановиться — тишина. Делаю 3 шага — свист. Еще 5 шагов — снова свист. Я провел эксперимент. Остановился, досчитал до 30. Тишина. Сделал 2 шага влево. Через 5 секунд — свист. Замер. Тишина. Сделал 3 шага вперед. Свист. Короткий, будто ответ. Сердце забилось сильнее. Я стоял посреди тайги, окруженный туманом, и впервые за 20 лет почувствовал нечто, чего не испытывал с детства. Страх перед неизвестным. Достал фонарь, направил луч в сторону хребта. Туман поглощал свет. Ничего не было видно. Только серая пелена и силуэты стволов. «Эй!» — крикнул я. «Есть кто?» Эхо вернулось искаженным, глухим. А потом раздался свист. Но на этот раз другой, короткий, окрывистый, словно кто-то пытался имитировать мое «эй». Это было невозможно. Ни одно животное не способно на такое. Я знал всех обитателей тайги — медведей, рысей, росомах, лисиц, волков. Никто из них не свистит. И уж тем более не повторяет звуки человеческого голоса. Я ускорил шаг, почти побежал. Ветви хлестали по лицу, рюкзак бился о спину. Туман сгущался, дышать становилось труднее, воздух был тяжелым, сырым, холодным. Свист теперь звучал со всех сторон. Спереди, слева, справа, сзади, будто меня окружили. Я не помню, сколько бежал. Может, 10 минут, может, полчаса. Время потеряло смысл. Единственное, что имело значение — выбраться из этого проклятого тумана. И вдруг лес кончился. Я выскочил на небольшую поляну. В центре стояла старая изба, зимовье, покосившаяся, с провалившейся крышей, но все еще крепкая. Окна заколочены, дверь приоткрыта. Я остановился, переводя дыхание. Оглянулся. Туман остался позади, будто упершись в невидимую стену. На поляне было тихо. И вдруг до меня дошло. Свист прекратился. Я стоял, слушая собственное сердцебиение, и понимал, что бы это ни было, оно привело меня сюда, именно сюда, к этой избе. Я подошел к двери, толкнул ее ногой. Та со скрипом открылась. Внутри темнота, запах плесени, мышей и чего-то еще, сладковатого, тяжелого. Направил фонарь внутрь. На полу у печи лежал рюкзак. Знакомый, стандартный охотничий рюкзак с красными лямками. Такой был у Забелиных, я видел в описании. Но самих братьев не было. Зато на столе, придавленная камнем, лежала тетрадь. Та самая, которую мне дал Кирилл Устинович, дневник геолога Треплева. Только я точно помнил, я оставил ее в рюкзаке, я не доставал ее, она не могла быть здесь, но она была. И на первой странице свежим карандашом было написано: «Не поднимайся выше, оно слушает, оно учится, оно зовет». Я стоял в дверях зимовья, глядя на тетрадь, и пытался найти рациональное объяснение. Может, я сам достал ее, еще в тумане, в полубредовом состоянии? Может, усталость, нехватка кислорода, паника сыграли со мной злую шутку? Но почерк, этот почерк не был моим. Буквы были угловатыми, нервными, написаны с нажимом, так пишут люди в состоянии крайнего напряжения. Я зажег свечу, которую нашел в углу избы. Кто-то явно использовал это место недавно, и сел за стол.
Руки дрожали не от холода, а от чего-то другого. От понимания, что законы, которыми я руководствовался всю жизнь, здесь не работают. Открыл дневник Треплева. Первые записи датировались июлем 1952 года. Геологическая экспедиция, рутинные замеры, описание пород. Почерк ровный, профессиональный. Но уже на 5-й странице тон менялся. 12 июля. Сегодня проводник Манси по имени Юнтыгин отказался идти дальше. Сказал, что хребет Холодный – плохое место. Там живет Пэл-Ян, так они называют нечто, что обитает на вершине. Я спросил, что это – медведь, дух, что-то еще? Он ответил странно. Это то, что слушает и повторяет. Оно учится быть человеком, но не может, и зовет людей наверх, чтобы учиться дальше. Суеверие, конечно, но Юнтыгин ушел, и я остался один. Я перелистнул дальше. 15 июля. 3-й день слышу свист. Поднимаюсь по северному склону, свист идет сверху. Спускаюсь, он следует за мной. Решил, что это ветер в карстовых пустотах. Взял образцы базальта. Вечером свист повторял ритм моих шагов. 2 шага, 2 свиста. 3 шага, 3. Начинаю нервничать. 17 июля. Оно повторяет слова. Сегодня я сказал вслух, какого черта здесь происходит, и услышал через минуту из-за деревьев: черта!» Голос был человеческим, но механическим, как у ребенка, учащимся говорить. Я побежал в ту сторону, никого не было, только сломанная ветка ели на высоте 3 метров. Кто мог ее сломать на такой высоте? 19 июля. Нашел старое капище Манси. Камни сложены кругом, в центре столб с вылизанными знаками. Один из них похож на человека с длинными руками, тянущимися вверх. Под столбом кости, много костей, не звериных, человеческих, черепа без нижних челюстей. Я сфотографировал все и ушел. Ночью слышал, как что-то ходило вокруг палатки. Шаги тяжелые, медленные, но когда я выглянул, никого. 21 июля. Оно пришло ближе. Сегодня ночью я проснулся от того, что кто-то дышит у меня над ухом, тяжело, хрипло. Я схватил фонарь, включил — никого. Но на земле у самого спального мешка был отпечаток. Не лапа, не копыта, что-то вроде руки, длинной, с 5 пальцами. Но пальцы были слишком тонкими, слишком длинными, и ногти острые, как когти. Последняя запись обрывалась на полуслове. 23 июля. Я понял. Это не животное, это не дух, это что-то древнее, что жило здесь до людей. Оно наблюдает, запоминает, имитирует, но не понимает. Оно хочет быть человеком, но не может. И поэтому оно забирает людей, чтобы изучать, чтобы стать. Я слышу его сейчас. Оно поднимается по склону. Оно зовет меня голосом моей жены. Голосом, которого она не могла произнести. Она умерла 2 года назад. Но оно знает. Оно слушало мои мысли, мои слова, мои молитвы, и теперь зовет. Я должен подниматься. Я должен. Дальше чистые страницы. Я закрыл дневник. Руки онемели. Свеча оплывала, бросая дрожащие тени на стены. Я посмотрел на окно, сквозь щели в досках пробивался слабый лунный свет. Туман рассеялся. Было тихо, слишком тихо. Я встал, подошел к рюкзаку Забелиных, открыл. Внутри консервы, запасная одежда, карты, спички, нож. И еще одна тетрадь. Блокнот в коричневой обложке. Открыл 1-ю страницу. Почерк неровный, спешный. «Тихон, если ты это читаешь, не ищи нас, уходи отсюда. Мы поднялись слишком высоко. Оно видело нас. Оно следовало за нами 3 дня. Сначала мы думали, что это волк, потом, что человек, но это не человек. Люди не ходят по вертикальным скалам, люди не свистят одновременно с 3 сторон, люди не повторяют твой голос, стоя за спиной, когда ты один». Геннадий сошел с ума. Он говорит, что его зовет мать.
Но мать умерла, когда ему было 5 лет, он не помнит ее голоса, но оно знает, оно вытащило это из него. Я пытался его удержать, но он ушел ночью, ушел наверх, к вершине. Я слышал, как он кричал, долго кричал, потом тишина. А утром я увидел его силуэт на скале. Он стоял там, на краю, и смотрел вниз. Я крикнул ему, он повернул голову, и... это был не он. Лицо было правильным, одежда его, но движения были неправильными, как у марионетки. Он открыл рот и засвистел, так, как свистит ветер, только громче. И тогда я побежал сюда, в зимовье. Я закрылся, но оно пришло. Оно стоит снаружи, оно царапает стены, оно учится быть мной. Я слышу свой собственный голос за дверью. Оно говорит моими словами. Оно зовет меня выйти. Оно говорит, что я должен подняться, что там, наверху, я пойму. Я не выйду, я не поднимусь, Запись обрывалась. Последняя страница была залита чем-то темным. Я поднес свечу ближе. Кровь. Засохшая кровь. Сердце колотилось так сильно, что я слышал его удары в ушах. Я обернулся к двери. Она была приоткрыта, так же, как я ее оставил. Но теперь в щели виднелось что-то высокое, что-то неподвижное, что-то, что смотрело внутрь. Я схватил ружье, взвел курки, направил на дверь. «Кто там?» — крикнул я. Тишина. Потом мой собственный голос, искаженный, механический, словно запись на пленке. «Кто там? Кто там?» Я выстрелил в дверь. Грохот оглушил. Дверь разлетелась в щепки. Я выскочил наружу, направил фонарь во все стороны. Ничего. Поляна была пуста. Лунный свет заливал ее серебром. Деревья стояли неподвижно, ветра не было. Но на земле, прямо у порога, был след. Длинный, узкий, с 5 пальцами. И он вел в сторону хребта, вверх. Я стоял, тяжело дыша, и понимал, это только начало. Что бы ни было там, на вершине, оно не собиралось отступать. Оно следило за мной, оно изучало меня, оно ждало. И я знал, что рано или поздно оно позовет меня голосом, который я не смогу игнорировать. Я вернулся в избу, закрыл дверь, забаррикадировал ее столом, перезарядил ружье, достал из рюкзака нож, положил рядом, решил дождаться рассвета. Но через час услышал шаги, медленные, ровные. Кто-то ходил вокруг избы, по кругу, снова и снова. Шаги были тяжелыми, но странно ритмичными, будто тот, кто ходил, учился ходить как человек. Потом раздался стук в стену. 1 раз, пауза, 2 раза, пауза, 3 раза. Это был мой собственный ритм. Так я стучал по столу, когда нервничал. Никто не знал об этой привычке. Никто, кроме меня. А потом я услышал голос, мой голос, но не из-за стены, а изнутри избы, из угла, где лежала куча старых тряпок. «Руслан, Руслан, поднимись, тебе нужно подняться». Я схватил фонарь, направил луч в угол. Ничего, только тряпки, но они шевелились, медленно, будто под ними кто-то дышал. Я поднял ружье, приблизился, ствол дрожал в руках. Я пнул тряпки ногой. Они упали на пол. Под ними не было никого, но на стене, прямо над тем местом, где они лежали, был нацарапан рисунок. Тот же, что я видел в дневнике Треплева. Человекоподобная фигура с длинными руками, тянущимися вверх. Но теперь под ней была надпись, свежая, сделанная чем-то острым. «Поднимись».
Я отшатнулся, спина ударилась о стол, свеча упала, погасла, остался только фонарь. И тогда снаружи раздался свист, но на этот раз не один. Их было много, десятки, сотни. Они окружали избу со всех сторон, создавая какофонию звуков, высоких и низких, длинных и коротких. Это было похоже на хор, на зов, на приглашение. Я прижался к стене, зажмурился, стиснул зубы. Это нереально, это галлюцинация, недостаток сна, страх, все объяснимо. Но когда я открыл глаза, на двери изнутри появилась надпись. Буквы проступали сами собой, будто кто-то писал их невидимым пальцем на обледенелом стекле. «Мы ждем тебя на вершине». Я не знаю, сколько времени просидел в углу зимовья, прижав к груди ружье и вслушиваясь в тот хор свистов за стеной. Они продолжались до самого рассвета, бесконечная какофония звуков, то высоких, то низких, то протяжных, то отрывистых. Словно множество существ пытались повторить одну и ту же мелодию, ошибались, начинали заново, учились. Когда первые лучи солнца пробились сквозь щели в досках, звуки прекратились. Абсолютная тишина. Я ждал еще час, прежде чем решился пошевелиться. Тело было затекшим, мышцы болели. Адреналин выветрился, оставив лишь усталость и глухой страх, засевший где-то в животе. Я осторожно отодвинул стол от двери, приоткрыл щель, выглянул наружу. Поляна была пуста. Ни следов движения, ни звуков. Только утренний туман стелился над Хом, а вдали виднелся серый силуэт хребта Холодной, врезающийся в небо. Но на земле, вокруг избы, были следы. Десятки следов. Все одинаковые, такие же, как тот, что я видел прошлой ночью. Длинные, узкие, с 5 непропорциональными пальцами. Они образовывали идеальный круг вокруг зимовья. Словно что-то ходило по кругу снова и снова, всегда на одном расстоянии, всегда с одним ритмом. Я достал фотоаппарат из рюкзака и сделал несколько снимков. Если я выберусь отсюда живым, мне понадобится доказательство. Потом я присел рядом с одним из отпечатков, рассмотрел его внимательнее. Странно. След не был вдавлен в землю так, как должен был быть при весе существа такого размера. Он был словно нарисован, положен сверху, не продавлен весом, а создан намеренно. Я имел дело с чем-то, что не подчинялось законам природы. Вернулся в избу, проверил снаряжение. Патронов 12, воды на 2 дня, еды столько же. Радиосвязь молчит. Слишком глубоко в тайге, горы глушат все. У меня был выбор — вернуться тем путем, которым пришел, или продолжить подъем в поисках братьев Забелиных. Задание гласило найти их, но все внутри меня кричало «Беги!». Тогда я вспомнил слова из дневника «Не поднимайся выше» и надпись на стене «Мы ждем тебя на вершине». Что бы ни находилось там, наверху, оно хотело, чтобы я поднялся, нуждалось в этом. И тут до меня дошло. Забелины не пропали случайно. Их позвали, как позвали Треплева, а теперь меня. Но зачем? Что получало это существо, заманивая людей на гору? Я принял рискованное решение. Я поднимусь, не до самой вершины, но достаточно высоко, чтобы увидеть, понять. Мне нужно было знать. Собрал самое легкое снаряжение — ружье, нож, веревка, вода, бинокль, фотоаппарат. Остальное оставил в избе. Если что-то пойдет не так, хотя бы вещи останутся как улика. Начал подъем в полдень. Местность становилась все круче. Деревья редели, уступая место камням, покрытым лишайником и участкам старого льда. Ветер усиливался, резал лицо, нес запах серы, возможно, геотермальная активность. Дышать стало труднее. Я останавливался каждые 15 минут, оглядывался, проверял, не следит ли за мной кто-то. Ничего. Но ощущение чужого взгляда не покидало. Оно было физическим, осязаемым.
словно невидимые глаза впились мне в затылок. Через 3 часа я вышел на каменное плато. Там, под защитой гранитного выступа, было нечто, от чего я замер на месте. Сооружение. Оно не было природным. Каменные столбы, выстроенные полукругом, каждый около 2 метров высотой. В центре горизонтальная плита, покрытая вырезанными символами. Те же самые, что упоминал Треплев. Спирали, угловатые линии и та фигура, существо с длинными руками, тянущимися вверх. Я медленно подошел ближе. На плите лежали предметы. Одежда, сапоги, рюкзаки, проржавевшие инструменты. И кости. Много костей. Человеческие черепа, выстроенные в ряд, все повернутые к вершине горы. 20, может быть 30 черепов. Некоторые очень древние, покрытые мхом, другие свежие. 2 из них имели остатки светлых волос, братья Забелиных. Меня вырвало. Я упал на колени, изо рта вышла только желчь. Когда я смог снова дышать, я услышал это — свист. Но теперь он был другим. Он шел не издалека, он шел сверху. Я медленно поднял голову. На вершине каменного выступа, метрах в 5 надо мной, стоял силуэт. Высокий, худой, на 2 ногах, но поза была неправильной. Колени согнуты слишком сильно, руки слишком длинные, почти касались земли. Голова была почти человеческой. Почти. У нее были глаза, 2 глубокие темные впадины. Был рот, но рот был слишком большим, растягивался до боковых сторон лица, и когда он открылся, внутри были не зубы, а осколки, фрагменты костей. А потом существо засвистело. Звук вышел из него неестественно, механически, натужно, словно воздух выдавливался из старых мехов. Я поднял ружье, прицелился, но руки дрожали так сильно, что я едва мог удержать оружие. Существо наклонило голову набок, резкое рваное движение. Оно изучало меня. Потом оно снова открыло рот и заговорило. Моим голосом. «Руслан, почему ты боишься?» Слова были растянутыми, плохо артикулированными, но это был мой голос. Та же интонация, то же звучание. «Что ты такое?» — спросил я хрипло. Существо замерло, обрабатывало информацию. Потом ответило, снова моим голосом, но уже мягче. «Я то, что слушает. Я учусь. Я становлюсь. Ты убил этих людей?» Долгая пауза. Затем «нет». Они поднялись. Они дали мне свои голоса, свои имена, свои воспоминания. Теперь они — часть меня. Кровь застыла в жилах. Ты поглощаешь их? Существо сдвинулось, спустилось с выступа с невозможной легкостью. Длинные руки цеплялись за камень, тело извивалось, как у паука. Приземлилось в нескольких метрах от меня. Вблизи я увидел лучше. Кожа была не кожей, что-то среднее между выделанной шкурой и древесной корой, серая, потрескавшаяся. Глаза без зрачков, просто пустота. А по телу, вшитые или сросшиеся с плотью, были одежда, куски ткани, пуговицы, пряжки, останки жертв. Оно пыталось выглядеть человеком. «Я не убиваю», — сказала оно, теперь используя другой голос, голос пожилого мужчины с мансийским акцентом, вероятно, Юнтыгин, проводник Треплева. «Я приглашаю. Вы поднимаетесь, вы делитесь. Так, я понимаю. Так, я становлюсь полным». «Полным?» — переспросил я, все еще целясь в него из ружья, понимая, что это бесполезно. «Я старый, старше ваших слов, старше вашего народа. Я был здесь раньше, когда мир был тишиной. Но вы пришли со звуками, с именами, с историями. И я слушал и захотел быть как вы, но не знаю, как. Поэтому я зову, я учусь, постепенно». Оно сделало шаг вперед. Я отступил.
Ты уже научил многому, Руслан. Твой страх, твоя смелость, твои воспоминания о жене, Вере. Она умерла зимой. Ты не был рядом. Ты чувствуешь вину. Сердце остановилось. Вера, моя жена, умерла 3 года назад, пока я был в экспедиции. Я никому не рассказывал об этом. Никому. Как ты? Я слушаю. Больше, чем слова. Я слушаю то, что ты не говоришь. Существо снова открыло рот, и на этот раз вышел голос Веры. Идеальный, теплый, тот самый голос, что я слышал 1000 раз. «Руслан, поднимись, иди, я жду тебя, не бойся». Слезы обожгли глаза. Это было невозможно, это было кощунством. «Замолчи!» — закричал я. «Ты не она!» Существо остановилось, закрыло рот, снова наклонило голову. «Нет», — признало оно, возвращаясь к моему голосу, «но могу стать, если ты поднимешься, если ты присоединишься. Твои воспоминания, твои слова, твоя форма — все станет частью, и ты никогда не будешь один». Я понял в сердце ужас. Эта тварь не убивала, она ассимилировала. Каждый человек, поднимавшийся на гору, отдаваясь зову, становился ее частью. Их голоса, воспоминания, личности — все поглощалось, смешивалось, использовалось. Треплев был там, внутри. Забелины, Юнтыгин, десятки, может быть, сотни других за века. И теперь она хотела меня. «Нет», — сказал я твердо, — «я не поднимусь, я вернусь и расскажу всем, что здесь». Существо застыло, долгое мгновение не было ни звука. Потом оно заговорило, и на этот раз использовало голос мальчика, молодой, испуганный. «Ты не можешь спуститься, путь закрыт». Я обернулся. Тропа, по которой я поднимался, была покрыта туманом, густым, неестественным туманом, который двигался как живое существо, поднимаясь по склону. Я был в ловушке. Существо сделало еще один шаг. «Поднимайся, Руслан, или оставайся здесь, пока голод не заставит, пока холод не сломает. В любом случае ты придешь». И тогда оно развернулось и начало подниматься. Руки и ноги двигались в идеальной синхронности, карабкаясь по вертикальной скале, словно по ровной поверхности. За секунды оно исчезло в тумане выше. Я остался один, окруженный черепами, окруженным туманом. И глубоко в сознании шептал голос, мой собственный голос. «Поднимайся, ты знаешь, что должен. Поднимайся и поймешь, поднимайся и никогда больше не будешь один». Я не знаю, сколько времени простоял на том плато, глядя в туман, который отрезал мне путь вниз. Минуты, часы, время потеряло значение. Единственное, что имело значение, это выбор. Подняться и стать частью этого существа. Или остаться здесь и умереть от холода и голода. Но я не собирался делать ни того, ни другого. Я сел на камень, достал блокнот, начал писать. Если я погибну, пусть хоть кто-то узнает правду. Описал все — следы, голоса, капища, черепа, саму тварь. Писал быстро, сжато, как в рапорте, без эмоций, только факты. Когда закончил, положил блокнот в непроницаемый мешок, спрятал под камнями у края плато. Отметил место на карте. Потом я вспомнил слова из дневника Треплева. «Оно слушает больше, чем слова. Оно слушает то, что ты не говоришь. Значит, оно читало мысли. Или эмоции, или что-то еще, что делает нас людьми. Оно питалось этим, собирало это, строило себя из кусочков чужих жизней, пытаясь понять, что значит быть человеком. Но оно не понимало, не могло понять, потому что человечность — это не набор воспоминаний и голосов, это выбор, это воля. И у меня был план. Я начал спускаться.
не вниз по закрытому туману пути, а вбок, по северному склону хребта. Путь был опасным, острые камни, обледенелые уступы, узкие карнизы над пропастью. Но я был опытным таежником, я знал, как двигаться. Туман не следовал за мной, он оставался на южном склоне, словно привязанный к определенному месту. Существо контролировало его, но не полностью. Я спускался 3 часа. Ноги тряслись, руки кровоточили от острых камней. Веревка дважды рвалась, и я чудом удержался на выступе. Но я продолжал. И вдруг услышал голос. Голос Веры. «Руслан, стой! Ты упадешь! Вернись! Поднимись ко мне!» Я не остановился, не обернулся, продолжал идти. «Руслан, пожалуйста! Я скучала, так долго скучала! Поднимись, и мы будем вместе, навсегда!» Слезы текли по лицам, но я стиснул зубы. «Ты не Вера», — сказал я вслух. «Вера ушла, а ты лишь эхо, жалкое, пустое эхо». Голос изменился, стал злым, искаженным. «Ты умрешь здесь, один, в холоде. Я возьму тебя все равно, мертвым или живым». Но я знал, что это неправда. Если бы оно могло забрать меня силой, оно бы уже это сделало. Ему нужно было, чтобы я поднялся сам, чтобы я согласился, иначе не работало. Я продолжал спускаться. Голоса множились. Треплев, Забелины, Юнтыгин, десятки незнакомых голосов, мужских и женских, старых и молодых. Все звали, все умоляли, все угрожали. Я закрыл уши руками, запел старую походную песню, громко, фальшиво, заглушая их. И вдруг голоса смолкли. Я открыл глаза. Я был внизу, на краю тайги. Туман остался далеко позади, на вершине хребта. Солнце садилось, окрашивая небо в кроваво-красный цвет. Я выжил. Но когда я обернулся, чтобы посмотреть на гору в последний раз, я увидел ее. Силуэт на вершине, высокий, неподвижный, смотрящий вниз, на меня. И я знал, это не конец. Оно будет ждать, оно всегда ждет. Ждет, когда кто-то другой поднимется. Или когда я вернусь. Потому что часть меня осталась там. Мои слова, мои страхи, мой голос. Оно выучило меня. Я вышел к поселку Верхний Ильмень через 2 дня, обмороженный, изможденный, но живой. Сдал рапорт, показал фотографии следов, капища, черепов, рассказал о существе. Кирилл Устинович слушал молча, потом убрал фотографии в сейф. «Официально, — сказал он тихо, — ты нашел останки Забелиных. Они погибли от переохлаждения и нападения дикого зверя. Все остальное — галлюцинации от высотной болезни и стресса. Понял?» Я понял. Советская власть не верила в мистику, не признавала то, что не могла контролировать. Хребет Холодный останется закрытой зоной, но не из-за правды, а из-за опасности схода лавин. А существо останется там, наверху, в ожидании. Я уволился из лесничества через месяц, переехал в Свердловск, устроился на завод, обычная работа, обычная жизнь. Но каждую ночь я слышу свист, тонкий, протяжный, далекий. Иногда он звучит как ветер, иногда как голос Веры, иногда как мой собственный голос, зовущий меня откуда-то издалека. Врачи говорят посттравматический синдром, прописывают таблетки, они не помогают. Потому что я знаю правду. Оно не отпустило меня. Часть меня навсегда осталась на той горе. И рано или поздно оно позовет снова. Я просто надеюсь, что у меня хватит сил отказаться. Послесловие. Из секретного архива Уральского управления КГБ дело номер 34 УР 1978. В период с 1952 по 1977 год в районе хребта Холодный, Северный Урал, зафиксировано 23 случая исчезновения граждан. Поисковые группы обнаружили останки только в 8 случаях.
Все найденные тела имели схожие повреждения. Отсутствие нижних челюстей, следы долгого пребывания на высоте, признаки обморожения при температурных условиях, не соответствующих времени смерти. Местное население, манси, ханты, избегает данной территории, ссылаясь на древние предания о Пельине, духе, обитающем на вершине и заманивающем людей. Лесничий Григорьев Р.А. предоставил фотоматериалы и свидетельские показания, указывающие на возможное присутствие неизвестного биологического объекта. Материалы засекречены. Зона объявлена закрытой для посещения под предлогом геологической нестабильности. Дальнейшие экспедиции запрещены до особого распоряжения. Подпись «Майор Устинов К.Р. 12 ноября 1977 год». Эпилог. Прошло 30 лет. Руслан Григорьев сидел на балконе своей квартиры в Екатеринбурге, попивая чай и глядя на закат. Ему было 72. Седой, сгорбленный, с трясущимися руками. На столе лежала газета. Заметка на последней странице. Группа туристов пропала в районе Северного Урала. Последний сигнал GPS зафиксирован в окрестностях хребта Холодный. Поисковая операция продолжается. Руслан отложил газету, закрыл глаза и услышал. Далекий, тонкий, едва различимый свист. Он улыбнулся. Грустно, устало. «Все еще ждешь», — прошептал он в пустоту. «Я не приду, слышишь? Никогда». Свист повторился. Но на этот раз Руслан узнал голос. Свой собственный, молодой, сильный. Каким он был 30 лет назад. «Руслан, поднимись, время пришло, поднимись». Старик открыл глаза, посмотрел на горизонт. Где-то там, за сотни километров, возвышался хребет Холодный. И он знал, когда придет его час, когда сердце остановится и душа покинет тело, он окажется там, наверху, где оно ждет, всегда ждет. Спасибо, что дослушали до конца. Поддержите наш канал лайком и подпиской. Впереди еще много историй, о которых не говорят открыто.